67 метров квадратных в самом центре Москвы. Интересно, сколько здесь получится студий? Ленар, куда ты меня привел? Господи, воскресенье, ты мне скажи. Я тебя привел на самый крутой объект, который есть в этом городе. В этом городе? Да, в этом районе точно. В это воскресенье, как В это воскресенье, в этом городе, на этом объекте. Ну, круто. Да, старый фонд. Бауманское кирпичное здание с деревянными перекрытиями. И мы здесь делаем 3 студии. Достаточно проблематичный объект со своими вопросами, и до сих пор мы их не решили, но ремонт в процессе, уже залили стяжку, перебрали полностью весь пол, были очень большие сюрпризы со стяжкой. Есть одна особенность этого проекта: у нас единственный стояк канализации находится уже в существующем санузле, в котором уже есть ремонт. Вот он. И была идея, когда мы вскроем пол, провести канализацию по полу. Но швеллеры нам помешали это сделать. И, как вы думаете, что мы сделали? Это же все-таки первый этаж. И удивительно, но нам согласовали проект, согласовала управляющая компания. Мы вывели канализацию через подвал. Абсолютно законно. Это для унитаза и на всякий случай сразу уже для душевого поддона делаем канализацию, выводим. Почему бы сразу бы это все не вывести? Здесь будет 3 студии, 3 огромнейшие студии. На самом деле хотели поделить их на 4, это помещение, но желание клиента всегда закон для нас, поэтому здесь будет 3. Особенность этого объекта еще то, что нам досталась кирпичная кладка. Вот такая старая кирпичная кладка. Мы будем ее использовать в качестве дизайна, декора, может быть, покрасим. Но эти кирпичные стены останутся. Лофт все-таки. Работы ведутся достаточно долго из-за всех согласований, потому что канализацию мы не смогли провести и достаточно долго согласовывали. Потолок. Еще одна особенность этого объекта – лофт так лофт. Потолок у нас будет система горельята. Потолок кит горельята, они уже здесь были, мы их сняли и потом заново повесим на потолок. Есть еще одна особенность этого объекта. Как вы видите, канализация на 2-й этаж идет через нас. И на самом деле были проблемы, и, возможно, и они еще не решились, то, что нас заливают. Нас реально прям заливают. Что делать, непонятно. Как с этим жить, тоже пока что не заливает, поэтому мы начали возводить блоки. Но если вдруг в процессе монтажа все-таки опять случится залив, то все пеноблоки промокнут, вся шумоизоляция промокнет, появится плесень. И что делать с этим? Придется переделывать. Поэтому мы выжидали момент. Обратились к соседям сверху, предложили свои услуги на то, чтобы переделать санузел, а прямо здесь у нас санузел. Думают, ждут, но пока что нет залива, возможно, уже сами что-то доделали, что-то переделали, может быть, что-то загерметизировали, загидроизолировали, но в чем я дико сомневаюсь. Мы потихоньку заканчиваем проект. Проект на 3 студии в самом центре Москвы, в старом фонде. Потихоньку. Оставили существующий санузел. Но он прекрасен, в принципе. Почему бы и не оставить? И разделили помещение на 3 студии. Здесь даже не было 2 окон, их и сейчас нет. Ждем, пока окна нам привезут. Но здесь мы будем ставить одно окно, которое было,
когда-то. И за стеной еще одно, иначе нам просто будет одна студия без окон. Хоть мы и делаем студию без окон, но если есть возможность поставить окна, тем более, что они были, мы эту возможность используем. И вот у нас еще вторая студия. Все студии будут выполнены в дизайнерском стиле разных времен и направлений. Всем привет! Мы уже на финальной стадии. Это центр Москвы с кирпичными стенами. Совсем скоро 3 студии. Первый санузел у нас существующий. Мы только переделали поддон. Студия сама просто шикарная. Через 2 дня здесь будут стоять наконец-то окна. Вторая студия. Все студии просто огромные. Здесь тоже будет окно, здесь будет спальня. Здесь будет еще дополнительное гостиное место, зона кухни и большой санузел. Вау! Дух захватывает даже. Очень ярко, очень красиво. Третья студия. Тоже со своей спальней. Вот здесь вот кровать будет у нас стоять. Кухонная зона. Зона гостевая. И зона санузла.